Мерт Рамазан Демир. В школе его жизнь была далека от счастливой. Широкие брови, которые сегодня считаются его фишкой и частью образа, тогда были источником постоянных насмешек. Одноклассники безжалостно дразнили его, превращая каждый школьный день в стресс. Для подростка это стало настоящей психологической травмой. Чувство стыда, неуверенность в себе, желание стать невидимым. Мерт признавался, что доходил до мысли бросить школу, просто чтобы больше не слышать оскорблений. Он замкнулся в себе, стал молчаливым и закрытым. Эти годы научили его терпеть боль и не показывать слабость, навык, который позже неожиданно пригодился в актерской профессии, но цена за него была слишком высокой. Небахат Чехри. Когда ей было всего 5 лет, ее мир рухнул, отец внезапно умер от сердечного приступа. Для маленькой девочки это стало первым столкновением с потерей и страхом. После его смерти жизнь семьи резко изменилась. Финансовые трудности, постоянная тревога и ощущение нестабильности стали их новой реальностью. Небахат видела, как ее мама изо всех сил старается удержаться на плаву, и рано поняла, что детство закончилось слишком быстро. Ей пришлось начать работать в юном возрасте, забыв о нормальной беззаботной жизни. Она росла с чувством внутренней пустоты и болью, которая не исчезала годами. Возможно, именно поэтому в ее взгляде всегда чувствуется глубина и скрытая грусть, та самая, которую невозможно сыграть, если ты не прожил ее по-настоящему. Неслихан Атагюль. Ее детство было совсем не про сказки и розовые мечты. Семья переехала в Турцию в поисках лучшей жизни, но вместо стабильности их ждала бедность. Денег хронически не хватало, бывало, что дома просто нечего было есть, и чувство голода становилось привычным состоянием. Неслихан с ранних лет видела, как родители изо всех сил пытаются выжить, как экономят на самом необходимом. У нее не было нормальной одежды, игрушек, ощущения безопасности, которое должно быть у ребенка. Она рано поняла, что рассчитывать можно только на себя. Именно поэтому Неслихан с подросткового возраста начала работать и бороться за место под солнцем не из амбиций, а из необходимости. Этот опыт сделал ее сильной, но лишил беззаботного детства, к которому она так и не смогла вернуться.